Всем привет! Инструментальное обновление у нас на стройке, и сегодня я хотел бы о нем побольше рассказать, потому что информации в YouTube я особо на эту модель шуруповерта и не нашел. Итак, у меня в руках аккумуляторный шуруповерт дрель SD3318 LPT. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. И почему, кстати, я выбрал именно этого производителя Штурм. Кстати, кейс стал намного меньше. Потому что, не буду голословным, у меня вот этот шуруповерт дрель от Штурма Storm проработал 7,5 лет в тяжелейших вообще условиях. Он попадал и под дождь, несколько раз падал со второго этажа. И все, что было с ним, так это меняли кнопку. Ну, кнопки, кстати, и на шуруповертах, и на гайковертах, они, в принципе, выходят из строя периодически. Все остальное с ним было хорошо. Конечно, вышла батарея первая, спустя какое-то время, потом вторая, ну и все. Найти такие запасные не удается. Китайские я не хочу брать, потому что знаю, что они работают. Ну, не знаю. Наверное, час будешь заряжать, 10 минут поработаешь. Ну. Короче, пришло время поменять. И, конечно, я много рассматривал. Думал взять Bosch, потом Metabo. Все эти дрели шуруповерта, может быть, и хорошие, дорогие. Но хочу сказать, что Bosch, ну, может, мне так повезло. 2 раза я брал Bosch в свои руки. Одна была дрель, ну, несколько лет назад, моего друга. И она сгорела прямо у меня в руках. Не хочу ничего сказать, может, это просто случайность. И дрели Bosch хорошие, но вот не хотелось мне снова их сжечь, так сказать. И упал мой выбор на этот шуруповерт дрель Storm. Итак, вот что мы имеем, открыв кейс. Это аккумуляторная дрель-шуруповерт серии Transformer. 18-вольтовый аккумулятор на 2 ампер-час. Светодиодная подсветка, блокировка шпинделя, двухскоростной редуктор от 0 до 400 и на второй до 1500 оборотов в минуту. Регулятор скорости, максимальный крутящий момент 31 ньютона-метра. Электронный тормоз двигателя, время зарядки 1 час. 2 аккумуляторные батареи, это вообще замечательно. Максимальный диаметр сверления древесины 20 мм, металла 10 мм. Переключатель направления вращения – это стандарт, пластиковый кейс – это, конечно, плюс. Съемный патрон уменьшает габариты шуруповерта и позволяет работать в стесненных условиях и труднодоступных местах. Кстати, на фото, когда ты смотришь, кажется, что это какой-то более мультяшный цвет, да, они выбрали. Раньше, смотри, был синий с черным, ну, что-то вот под макиту, так сказать, да. А теперь они выбрали какую-то расцветку более детскую, что ли. Ну, когда я открыл и присмотрелся вживую, нет. Прекрасное сочетание цветов. Бирюза, оранжевый, вообще. Шуруповерт легкий, хочу сказать. Движок не воняет. Как бывает, знаете, иногда щетки. А это все-таки еще щеточный шуруповерт. Потому что бесщеточный, ну, хорошая штука. Ну, как я понял, переплачивать за него на таких объектах стройки особо и незачем. Что самое главное, вот я смотрел между Metabo, когда выбирал, это съемный патрон. То есть вот так легко можно снять, сюда вставить биту, кстати, она идет в комплекте, но, к сожалению, она больше, чем, ну, туда заходит, да, то есть нужно специально биту купить для того, чтобы туда вот буквально маленькую засунуть, и она не будет якобы мешать для того, чтобы обратно патрон поставить. И всегда можно, допустим, проводить сверление. После этого снять патрон, закрутить свои саморезики и снова установить патрон. Кстати, очень достаточно легко. Достаточно, да, вот потянуть на себя, провернуть. Я знаю, что у Metabo он просто накручивается по резьбе. Но здесь вот такой системы придумали. Ну, посмотрим, насколько долго он протянет. Так-то хорошо. 21 скорость плюс сверление. Электротормоз двигателя, мгновенная остановка инструмента, блокировка шпинделя, съемный патрон, как я уже сказал, максимальный крутящий момент 31 ньютона-метра и время зарядки 1 час. Кстати, достаточно маленький светодиод, подсветка, и он не остается там после нажатия на 3 секунды, как было у старого Шторма. И, кстати, подсветка здесь была, мне кажется, и побольше, и поярче. Сейчас у нас сравнить нет возможности. Но здесь при нажатии оно еще 3 секунды горело. Было очень удобно. Ну ладно. Если сравнить по габаритам, они в принципе идентичны, да?
Ну вот чуть-чуть он больше. Чуть-чуть больше старый. Но тот 12-вольтовый, а этот уже на 18. И еще и батарея мощная на 2 ампер-час. И, кстати, здесь вот 4 уже блочка. И, похоже, они 5-й вот сюда вот запустили. Я не разбирал, но смотрел информацию, что якобы так и есть. То есть 5-я батарейка, она находится еще и внутри. В самом шуруповерте так и осталось 3 контакта, но на батарее контактов намного больше. Что, наверное, говорит о том, что сама зарядка контролирует того, чтобы он не сгорел. И, наверное, что-то еще из блока схемы находится в самом аккумуляторе. Надежная фиксация, ничего не шевелится, не люфтит. И, кстати, сама рукоятка достаточно большая. Я и думал, что такое будет, потому что, ну, если хочешь мощный аккумулятор, он вот в мою немаленькую ручку помещается, я, в принципе, даже обхватить вот не могу, да? Но они молодцы, сделали такое вот заужение в месте хвата. Прекрасно. Легко переключать одной рукой. И смотри, как продумали. Теперь есть резиновые вставки, да, где-то я видел такое, по-моему, на Маките и также на Метабо было. Вот смотрите, насколько вот он ободрался, да, его никто особо там не шаркал туда-сюда, да, вот так вот. Когда переставали работать, просто вложили его, и вот с течением времени, 7,5 лет, да, вот так он поцарапался. Здесь якобы такое не должно быть, потому что есть вот эти резиновые вставки. Не прислоняется? Нет, только на резиночках. Да, смотри, только на резиночках. Рукоятка сама стала более обрезиненная, и, ну, здесь мы уже, конечно, прям под глянец все стерли руками. Здесь она все еще матовая. Ну, посмотрим, что будет. 14 месяцев гарантии. Как звучит движок, мне нравится. Что у нас еще в комплекте, давай посмотрим. Кстати, хотел сказать, кейс так и остался такой же пластиковый. Единственное то, что на старом кейсе у меня был зажим металлический. Ну, кстати, металлический зажим, он вот это ушко и обломил. Ну, посмотрим, что будет с пластиковым. Может быть и нормально. Вторая батарея в комплекте, это очень хорошо, потому что отдельно они стоят немалых денег, а шуруповерт достаточно бюджетный. Его цена всего лишь 4600, 4900 в разных магазинах. Это отличная цена за такой комплект. И, смотрите, у нас есть нормальная станция для зарядки. IP20. Но если сравнивать ее со старой, то, конечно, она уже, ну, удешевленный такой вариант. Сейчас я покажу ее. Но главное, заряжает. Что еще надо? После включения в сеть индикатор на зарядной станции начинает гореть зеленым. Подключаем батарею. И начинается зарядка. Раньше на зарядной станции, когда ты вставляешь батарею на зарядку, начинал моргать этот индикатор. И после загорания зеленого цвета означало, что стопроцентная зарядка. Сейчас вот ничего не моргает. Ну, наверное, идет заряд. А когда станет зелененьким, зарядка завершена. Ну, немножко, да, удешевление теперь стало. Но хорошо фиксирует, ничего не выпадает. Что не может не радовать. Очень-очень, конечно, легкая и простецкая стала зарядка. Наверное, все, что там было, ранее перекочевало в аккумулятор, потому что он потяжелел. Блокировка шпинделя. Максимальная 21 скорость, да? Удавливает здорово. Отлично. Кстати, знаешь, что заметил? Недостаточно длинная вот эта вот кнопочка, да, вот именно с правой стороны, потому что с левой легко нажимать на нее большим пальцем, а вот с правой как раз вот
чуть-чуть бы подлиннее, потому что на старом шуруповерте как раз она была более длинная и удобнее было отщелкивать. Теперь приходится чуть сильнее продавливать, для того, чтобы можно было работать с комфортом. Горячий. И вот о чем я говорил. На старом шуруповерте кнопка выходит достаточно далеко. И поэтому ее легко было как раз переключать. Сейчас же она выходит максимально, в 2 раза меньше. Тоже дело привычки, наверное. Хотя здесь прослеживается экономия для сравнения. Выставляю на режим сверления. Пошли. Ну, слушай, без труда справляется. Опять же нагрелась. А теперь самое интересное. Давай попробуем снять патрон и закрутить саморез с помощью встроенного механизма, да, удержания биты. Слушай, удобно. Сама она просто плохо там держится, из-за этого люфт. Потому что, да, видно, да? Хоть с этой стороны, хоть с этой стороны. Та бита, которая идет в комплекте, это самый дешман. Поэтому может быть вот так вот. Если установить что-то получше, я думаю, люфта не будет. Да, сама она не люфтит. Отлично. Достаточно легко установка, смотри, происходит. Просто приноровиться. Отодвигаешь и немного прокручиваешь. Все. Сам патрон тоже не люфтит. Сборка на высоте. Еще, когда я взял нормальную биту с тупым наконечником, обнаружил, что там внутри есть магнит. Соответственно, она никогда не выпадет. Но из-за того, что небольшой люфт здесь все-таки есть, я думаю, будет биение. Проверим. Вот так вот. Вот такая вот особенность. У кого есть похожая модель, но только метабовская, отпишитесь, есть ли у вас такое. Ведь все-таки эта модель в 2 раза дешевле. И если у метаба точно так же, то смысла переплачивать вообще не вижу. Немаловажный аспект, почему я сделал свой выбор именно на марку Штурм, потому что когда на других обзорах располовинивали эти шуруповерты, то там внутри находится 2 подшипника металлических. И, соответственно, сам редуктор, он тоже полностью стальной. Как в именитых дорогих брендах. В комплекте также шло описание всех запчастей, которые использованы, что говорит о его ремонтопригодности. А вот они, скорее всего, эти 2 подшипника. Конечно, рукоять здесь достаточно толстая, и утолщение идет вниз, но, кстати, очень удобно, когда ты держишь рукоятку вниз, ты понимаешь, что она точно не выскользнет, потому что идет упор как раз на мизинчик. И из-за того, что площадка более широкая, он прекрасно стоит, не падает, даже под уклоном. Ведь те шуруповерты, которые имеют аккумуляторы размером с рукоятку, как правило, лишены такой возможности. Порядок. Покупкой я доволен, могу рекомендовать к приобретению, а как он себя покажет, покажет только время. Если вам было интересно это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока.